Посмотрите, какие классные булочки с корицей у меня с ней получились. Посмотрите, это как художество. Они очень вкусные, а запах дают, вам просто не передать. Если вы хотите узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня займемся выпечкой. У нас в семье есть любимые такие рогалики или как булочки с корицей. И не только в нашей семье, а отдаленной семье тоже. У нас родственник живет в Дубае, работает в Дубае, всегда, когда приезжают в гости, всегда просит, чтобы я ему это спек. И я подумал, я давно это не пек, и все мы любим дома, и решил сегодня я заняться этой выпечкой. Посмотрите это видео, я надеюсь, это видео вам понравится, или, может быть, даст какие-то идеи. Если вы такие рогалики или булочки раньше не делали, может быть, вы сделаете, вам тоже понравится и вашей семье. Итак, давайте приступим. Как всегда, все составляющие или ингредиенты у меня уже приготовлены. Здесь мука, сахар, соль, живые дрожжи, я растворил уже их в молоке и сахаре. Теплое молоко, также здесь масло растворенное в теплом молоке. Все, что нам понадобится, здесь у нас на столе. Нам самое главное сейчас замесить тесто. Все составляющие будут всегда подписаны под видео, и количество тоже, чтобы вы знали, что мы делаем. Так, в первую очередь, что я сделаю, я это теплое молоко с маслом добавлю сюда, в планетарный миксер. Теперь добавляю наш сахар с солью. Теперь выливаем туда наши дрожжи живые. И у нас просеянная мука уже тоже все сюда добавляем. И пускай она замешивается. А как замеситься, тогда мы сразу же все переложим в большую миску. Вот такая у меня большая миска. И пускай она это подходит пару часиков. А теперь самое главное нам замесить тесто. Начнем, как всегда, с маленьких оборотов. И потом мы постепенно обороты повысим. Итак, тесто у нас вымесилось. О, какая хорошая. Теперь что я сделаю? Я взял большую миску и немножко посыплю мукою, чтобы тесто не приставало. Таким образом, сейчас как следует. И там, если немножко муки останется, пускай. Вот так. Это на тарелочку. Так. И теперь наше тесто мы переложим в эту миску. Сразу же вам скажу, у нас немножко прохладно здесь на кухне, что я когда даже этот миксер вытащил, он весь холодный, чтобы он не убило наше тесто или наши дрожжи. Я вскипятил воду, и вот эту самую посудину железную я немножко прополоснул горячей водой, немножко постояло, и немножко оно у нас подогрелось. А теперь это оставшееся тесто отсюда, смотрите, как хорошо оно отходит. Значит, тесто у нас вымесилось очень хорошо. Когда оно еще подойдет здесь у нас, будет вообще прекрасно. Вот так, тесто мы. Теперь я немножечко это тесто посыплю мукою. Посмотрите, какая прелесть. Тесто само по себе теплое, потому что молоко все теплое, и оно поможет нашим дрожжам подходить.
какая прелесть. Теперь я это все накрою и поставлю в теплое место, пускай подходит. У меня время есть, пускай подходит пару часиков. Так что, как наше тесто подойдет пару часиков, мы будем присматривать, если надо, мы еще будем нажимать, чтобы оно уходило вниз. Пару раз так сделаем, и тогда начнем выпекать. Так что встретимся, как тесто уже будет готово на выпечку. Всем приветик опять. Наше тесто подошло, значит время выпекать. Наша духовка уже подогревается до 180 градусов. Тесто у меня подходило примерно 2 часа. Уже пару раз пришлось, не пару, а сколько-то раз пришлось его обратно толкать. Смотрите, какая красота. Так, теперь что мы сделаем? Я немножко муки на стол. Вот так. И тесто наше на стол теперь. Ох, какая прелесть. Посмотрите, какое эластичное. Напоминает мне пластилин с далекого детства, когда играл. Ну, ничего. Так, я всегда делю тесто пополам, чтобы легче работать было. Эта половина пойдет обратно туда мне в чашку. Сейчас я накрою. Так. А этой половиной я буду работать. Так, чтобы припылить немножко у нас. Вот так я сделаю. О, какая прелесть. Теперь я возьму скалку и немножко раскатаю. Замешивать я больше не буду вымешивать, потому что она хорошо уже у меня вымесилась в начале. Так что посмотрите, какая прелесть. Так. О, какая прелесть. Прямо любо работать с этим тестом. Когда выкатываете тесто, пытайтесь, знаете, чтобы оно было больше так прямоугольной формы. Чтобы тогда она будет, все булочки будут одной формы у нас выходить. В рецепте я поставил, что вам надо тесто 600 грамм. Да, вам надо 600 грамм для этого теста, я израсходовал. Но 50 грамм вы можете добавить, что если, когда вы раскатываете на столе, что на присыпке, вот такие все дела. Так, я тесто сделал так. Теперь что я? Я возьму растопленное масло. И растопленное масло я помажу сверху здесь. Как следует. Вот так. Я пытался пару раз сделать не растопленным мягким маслом, но я скажу, что результат тот же самый выйдет. Растопленное масло легче по тесту размазать и все. Потому что иногда, вот, когда масло не растоплено, пойдет трудности размазывать тесто. Так. Какая прелесть. Художество. Теперь я возьму... я сделал смесь корицы с сахаром, сахарным песком. Так что я вам советую тоже это сделать перед тем, как вы начнете все это делать. Количество ингредиентов я напишу под видео вам. И теперь что я? Чтобы одна красиво у нас расходилась. Вот таки. Так. Я раньше пытался просто ложечкой, а сейчас я
так через сито пропускаю, она тоже рассыпляет немножко и более равномерно получается у нас. Так. Я здесь сахара сейчас жалеть не буду. Это делаем для себя, для дома. Все у нас сладкоежки, все у нас это любят. Так. Теперь уберу. И теперь я буду заворачивать вот таким образом потихонечку. Пускай все это заворачивается. Вот как в колбаску. Не знаю, если вы слышите, кто-то за кадром разговаривает. Это у меня попугай дома есть. Большой попугай, который разговаривает. Так что он у себя там в комнате сидит и сам по себе разговаривает. А самое главное, если ты в комнату войдешь, он прекращает разговаривать. Было очень прикольно, когда у нас пацаны подрастали, и их надо было учить ходить в туалет. И вот мы тогда как-то говорили, что надо идти на горшок. И вот попугай у нас потом повторял постоянно пацанам, звал их, что идите на горшок. И когда вот к нам приходили в гости, это просто комедия была. Сейчас даже пацаны уже у нас большие, 12-14, сами ходят уже в туалет, конечно, в таком возрасте, но с тех пор попугай у нас помнит и научился. Вот так. Сейчас немножечко я руки себе на руку. И вот колбаска у нас готова. Сейчас я так немножко прокручу. Я немножко здесь мукой тоже прошелся, чтобы тесто не прилипало у нас к столу, чтобы можно было немножко раскатать это побольше. Прелесть. И теперь я начинаю разрезать примерно вот такие большие. Ну, примерно 1,5 сантиметра. И теперь я их возьму вот таким образом, немножко придавлю и на противень сложу. Вот так. Придавлю и на противень. Немножко придавлю и на противень. У каждого есть свои методы, как готовить, как испекать. У некоторых я посмотрел даже на YouTube, кто делился рецептом этим, они выпекают при 220 градусов. Но я честно скажу, что я 220 градусов боюсь ставить, или даже 200, потому что для меня 180 градусов для испекания это идеальная температура, мне кажется, должна быть. И я поставлю их примерно на 15-20 минут, сами смотреть по готовности. И пока вот эти выпекаются, я вторую партию, то, что вот у меня отложено тесто, и эту партию тоже сделаю. Так что на каждой противне примерно по 9 штучек. У меня в одной 9, в другой у меня 8. Ну, смотрите, они даже на глазах уже на противне здесь подходят. Теперь я замесил одно яйцо с молоком и их помажу сверху. Вот так.
Еще что я сейчас сделаю? Я вот намажу их, и я оставлю, пускай они подходят минут 5. У меня уже духовка еще не согрелась, так что не подогрелась, так что пускай они сейчас еще дойдут немножко, еще поднимутся. Духовка у меня подогрелась, все равно я подержу минут 5, пускай подходит. Итак, минут 5 они постоят, я их запущу в духовку, а с вами встретимся, как все будет готово уже, выпечено. Итак, первая партия у меня готова. Посмотрите, какие красивые вышли. Какая прелесть. Я доволен результатом. Сейчас я их вытащу. Смотрите, какая прелесть. Я очень доволен моим результатом сегодня. И теперь я попрыскаю, чтобы они немножко мягкие были. Это я прыскаю водою. Так. И теперь накрою чистым полотенцем. Вот и все. И пускай они остывают. Итак, эта первая партия у нас немножко остыла здесь, все хорошо. И теперь, вы знаете, я забыл вам давеча сказать, мы немножко посыпем сахарной пудрой для красоты. Совсем немножко. Даст более такой красивый цвет. Как вы видите, они выглядят нам больше аппетитной сахарной пудрой. Напоминает, как зиму, как снегом осыплено. Совсем немножко. Смотрите, выглядят аппетитно, мне очень-очень нравятся они. И теперь мы сейчас переставим красиво на тарелочку, и тогда я вам покажу, как все наши, как все готово будет. Посмотрите, какие красивые у меня сегодня булочки с корицей получились. Посмотрите. Они вкусные, сладкие, и запах дают неимоверно непередаваемый вам, как в кулинарии. Итак, посмотрите, как прелесть у меня получилась. Я честно доволен, какая красота. Я очень рад, что я сделал это сегодня, и мне была возможность с вами поделиться. Сейчас возьмем один из них, и я при вас же попробую сейчас. Они мягкие, посмотрите. Посмотрите, какие мягкие, пористые. Какая прелесть. Как вата. Настолько вкусное тоже. Очень-очень вкусные, сладковатые, прям прелесть. То, что хорошо пойдет с кофе, или с чаем, или просто с молоком по старинке. Я надеюсь, что это видео вам сегодня дало какую-то идею тоже что-то испечь дома. Можете порадовать своих друзей, знакомых. Или испечь на праздничный стол. Скоро праздники настают. У нас Рождество, самый главный праздник здесь 25 декабря. А в Восточной Европе я знаю, что там Новый год празднуется в основном. А праздничный стол, почему бы и нет? Вы порадуете свою семью, своих знакомых. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Я очень признателен, если вы поддержите мой канал тоже и подпишитесь. А на этой ноте хотел бы вам пожелать самого-самого крепкого здоровья. Не болейте, берегите своих друзей, знакомых. И всем-всем мирного неба. И пока-пока.